Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Обязательно выбросите эти вещи из дома. Вернете к себе и здоровье, и счастье, и благополучие, достаток и успех. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Будет очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Всем приятного просмотра. Вы знаете, очень многие люди не задумываются над тем, почему у них не задерживаются деньги. Как только появляются деньги, не в зависимости какая сумма, они тут же быстро исчезают. И как ни старается человек удержать деньги в своих руках, в своем кошельке, а увеличивать свое благосостояние никак не может. И вы знаете, это проблема у 90% людей. И с ней удается справиться только немногим. И возникает, конечно же, вопрос, а что же нужно сделать, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону? И вы знаете, вся правда состоит в том, что, к сожалению, никто не задумывается над тем, что в вашем доме или в вашей квартире, даже если она съемная, могут находиться вещи, которые притягивают безденежье, нищету, неудачи, проблемы, и которые вам не дают избавиться от бедности. При этом не только вам, но и вашим членам семьи, которые проживают с вами. Потому что такие вещи могут обладать негативной энергетикой. И кроме вреда в виде проблем с деньгами, они также могут приносить и проблемы в личной жизни, проблемы со здоровьем. Вы знаете, ничего хорошего эти вещи не приносят в вашу жизнь. От них нужно избавляться по принципу: чем быстрее, тем лучше. Потому что они будут отрицательно влиять на вашу жизнь, притягивая в нее нищету и неудачи. Какие же это такие вещи, которые мы рекомендуем, просим выбросить немедленно из своего дома? Что же притягивает в ваш дом нищету? Итак, вы знаете, очень многие люди украшают свой дом засушенными или искусственными цветами. Если таковые есть у вас, то не удивляйтесь, почему в вашей жизни что-либо не так. Потому что таким цветам свойственна очень сильная разрушительная энергетика. Они опасны для всех членов семьи. Почему? Потому что они притягивают бедность, они притягивают несчастье, проблемы со здоровьем. От таких элементов декора нужно немедленно избавляться. Замените их на живые цветы в горшочках, которые обладают еще и в придачу и денежной энергетикой, которые будут заряжать не только вас, но и членов вашей семьи, в вашем доме хорошим настроением и повышать жизненный тонус. Поэтому место засушенным искусственным цветам не место в вашем доме. Да, если в вашем доме есть засушенные цветы, которые вы взяли в церковной лавке, в храме, на великий церковный праздник, это совсем другое дело. Но здесь именно мы делаем акцент на украшениях для декора вашего дома. Если на вашей кухне имеются чашечки, тарелочки, хотя бы с незначительными сколами или трещинами, и вы продолжаете ними пользоваться, убеждая себя в том, что эти изъяны незначительны, то вы поступаете необдуманно, потому что такая посуда содержит в себе столько негатива, что хватит не только на всех членов вашей семьи, но и даже на соседей. Потому что такую посуду вам нужно выбросить из дома срочно, потому что она привлекает в вашу жизнь нужду. Вы должны знать, что красивая посуда – это символ достатка и благополучия. Она наполняет наш дом светлыми энергиями. Очень многие, к сожалению, а может к счастью, не осознавая и тем самым не спешат расставаться со старой одеждой и обувью. Этот хлам хранится в шкафах, на антресолях, в надежде на то, что когда-то наступит такой момент, что а если вдруг это все пригодится. Если у вас есть таковой хлам, то не удивляйтесь тому, что вас постоянно преследует бедность. Старая одежда и обувь накапливают в себе отрицательную энергетику, которая вызывает застой в делах, депрессию у тех, кто живут в таком доме или квартире.
От таких вещей нужно избавляться. Выбрасывайте, тем самым вы освобождаете место положительным энергиям. Также нужно и избавляться от вещей, которыми вы не пользуетесь в течение 2 лет. Не забывайте обновлять, пожалуйста, свой гардероб. Этим вы будете привлекать в свою жизнь положительные энергии, впуская в свою жизнь только хорошие и благополучные перемены. Далее зеркало. Да-да, то зеркало, которое вы постоянно любите смотреть и любоваться собой. Потому что зеркало обладает свойствами накапливать в себе отрицательные энергии. Поэтому надбитое или треснувшее зеркало может привлечь в ваш дом нищету и различного рода проблемы. Поэтому нельзя смотреть в такие зеркала, так как этим с каждым разом вы все больше и больше будете притягивать негативные энергии в свою жизнь, а с ними и различные проблемы, которые будут мешать вам быть счастливым человеком. Поэтому, если в вашем доме или в вашей квартире есть такое зеркало, без промедления замените его обязательно на новое. Далее фотографии. Вы знаете, фотографии у нас еще с советского времени, когда даже 60-х годов после Второй мировой войны мы очень любили собирать, хранить, потому что они как минимум вызывают положительные эмоции. У нас связаны какие-то определенные моменты. Но вы должны понимать, что с фотографиями нас связывают и неприятные воспоминания. Поэтому, если у вас есть фотографии с неприятными воспоминаниями, то им не место в вашем доме, так как они отпугивают удачу и богатство. Также плохой народной приметой считается хранение в доме и сломанных часов, так как это является предвестником того, что к вам приближается бедность. Если вы можете починить часы, чините. Если нет, избавьтесь, какие бы они ни были. Помните о том, что те часы, которые у вас есть в доме, они должны идти. Это очень важно. Нельзя и хранить в доме любую вообще вещь без пары. Вещи-одиночки – это признак потерь различного рода, при этом в том числе и с деньгами. Также у людей, которые не расстаются вовремя с такими вещами в доме, возникают постоянные конфликты, ссоры, скандалы и недомолвки. Далее залежавшиеся газеты, журналы, какие-то записи, которые вам точно уже не нужны. Знаете, это очень сильный сборник негатива, так как в них часто печатались, вы знаете, да, газеты, журналы, они печатались сообщения о каких-то бедах, о преступлениях, о беспорядках, о финансовых кризисах и не только. Поэтому вот этот весь негатив, стекая со страниц печатных изданий, попадает в ваш дом, тем самым наполняя и отравляя его энергетику и препятствуя поступлению положительных энергетических потоков. Поэтому немедленно избавьтесь от этого печатного хлама. К бедности приведет и прошлогодний календарь, по которому вы прожили прошлый целый год. И не только прошлый, а позапрошлый, позапозапрошлый и так далее. Потому что календарь, он наделен мощной силой, которая будет тянуть вас в прошлое. А для того, чтобы наполнить дом светлой энергией, выбросите старый календарь и повесьте новый календарь, где вы будете отслеживать вновь запланированные дела. Вы сможете зарядиться позитивом и будете уверены в благополучном их исходе. А с помощью веника вы можете привлечь в дом богатство и удачу. Запомните, веник – это символ достатка. Однако изношенный веник, наоборот, может вас привести к бедности, поэтому его нужно своевременно менять. Старый веник всегда выбрасывается по правилам и как можно дальше от вашего дома. Поэтому, пожалуйста, уберите из своего дома эти предметы и эти вещи, которые содержат в себя определенный негатив. Когда вы уберете эти вещи, когда вы в доме, в квартире сделаете генеральную уборку, протрете пыль, обязательно вымойте окна, постирайте свои шторы, тюли, и тем самым вы избавитесь от нищеты, вы сможете привлечь в свою жизнь удачу. Даже когда вы делаете генеральную уборку, прочувствуйте, что ваш дом очистился. Вам даже как-то
комфортнее и легче в нем дышать и находиться. Друзья, это все нужно делать своевременно, дабы обезопасить себя от нищеты и всевозможных неприятностей. Также не забывайте делать и в своем кабинете или за своим рабочим столом, также убирать то ненужное, что вам уже не нужно и отжило. В том числе какие-то блокнотики, какие-то записочки, ручками, которыми вы не пользуетесь в написании, хотя они у вас почему-то до сих пор в шкафчике лежат и пылятся и так далее, и так далее. В каждом вы знаете лучше, что вам не нужно. Знаете, как жалко выбросить, но и жалко взять с собой. Этого не должно быть. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. И пусть они также знают об этой важной и ценной информации.